Алексей Воронов всегда считал себя человеком твердых оснований. Почти 40 лет он проектировал здания, привык доверять расчетам и логике. Свой брак он воспринимал так же, как прочную конструкцию, в которую вложена жизнь. В 66 лет он был уверен, что рядом с женой Ириной спокойно проживет остаток дней в их доме под Прагой. Все изменилось в один вечер. Легкая боль в груди во время ужина неожиданно переросла в обморок. Алексей рухнул на ковер в гостиной, но не потерял сознание. Инстинкт, не план, заставил его не открывать глаза и замедлить дыхание. Он ждал паники, криков, вызова врачей. Вместо этого тишина. Он услышал, как Ирина спокойно уходит на кухню, как звякает лед в бокале и щелкает разблокированный телефон. А затем голос, холодный и чужой. «Все, Марк», — сказала она. «Он, кажется, не доживет до утра. Наконец-то. Теперь все его имущество будет нашим». У Алексея внутри все оборвалось. Жена без эмоций перечисляла счета, дом у Адриатики, компанию, завещание, которое он сам подписал, полностью ей доверяя. Она смеялась, жалуясь, как тяжело было изображать заботливую супругу и слушать его воспоминания о молодости. План был прост: врач, справка, траур и новая жизнь. Даже билеты в Цюрих уже обсуждались. Боль в груди стала ничем по сравнению с осознанием. Вся его жизнь оказалась спектаклем. Алексей понял, если он сейчас оживет, может не дожить до рассвета. Он остался лежать, слушая, как Ирина напевает, закрывая шторы, репетируя роль вдовы. Позже в дом пришел Марк. Чужие шаги, запах табака. «Точно не дышит?» — спросил мужчина равнодушно. «Посмотри на него», — ответила Ирина. «Утром мы будем свободны». Это был предел. Когда они ушли на кухню, Алексей, собрав всю волю, тихо добрался до кабинета и взял запасной телефон. Он не стал звонить в полицию. Он позвонил своему адвокату и старому другу, попросив срочно приехать с нотариусом и надежным офицером под предлогом угрозы жизни. Затем он вернулся на место. Через час у дома остановилась машина. Ирина открыла дверь в слезах, изображая отчаяние. Но в гостиной ее ждала не сцена смерти. Алексей сидел в кресле. Живой. Спокойный. В руках у него был диктофон, воспроизводящий ее разговор, слово в слово. Тишина стала оглушающей. «Наследства для тебя больше нет», — сказал он ровно. «Все пункты отменены. К счастью, много лет назад мой юрист настоял на защитной оговорке». Ирина побледнела. Марка задержали на месте. Алексей не кричал и не мстил. Осталась только усталость и освобождение. Когда дом опустел, он вышел на балкон, вдохнул холодный утренний воздух и понял: настоящая ценность — не деньги, а возможность начать заново, без лжи. В 66 лет жизнь не закончилась. Она просто избавилась от всего фальшивого, чтобы можно было построить что-то настоящее. А что бы сделал ты, если бы узнал, что твоя жизнь — обман? Иногда правда приходит слишком поздно, но все же вовремя, чтобы спасти себя.